Какая девушка не мечтала о настоящем принце? Те, о ком мы расскажем вам сегодня, не просто принцы. Они – воплощение девичьих грез, красивы как боги. Кого из них и правда признали богом туземцы? Кто из красавцев-принцев отказался от короны и ушел в пираты? Кого называли самым красивым принцем Европы в XIX веке? И как самый роковой принц из дома Романовых стал убийцей? И, наконец, кто занимает первое место в нашем рейтинге самых красивых принцев всех времен и народов? Вы увидите 7 историй, где красота, власть и любовь переплелись навеки. Приготовьтесь, это не сказка о золушках и принцах, это подлинные истории, намного более драматичные, чем любая выдумка. Но перед этим, друзья, хочу поделиться с вами очень радостной для всего нашего коллектива новостью. В свет вышла новая книжка наших авторов «Как жили на Руси». Это книга для детей, но она будет интересна и взрослым. «Как жили на Руси» – путеводитель по миру прошлого. Каждая часть книги посвящена одной из сфер жизни в Древней Руси – жилью, одежде, хозяйству, наукам и торговле. Благодаря этому чтение воспринимается как путешествие по другой стране с увлеченным гидом, который старается показать это необычное место со всех сторон. Давным-давно в тридевятом царстве, тридесятом государстве жили-были дед с бабой, и было у них 7 детей. Но как именно они жили, где спали, как одевались, что ели на праздник, а что по будням, чем занимались их дети, в какие игрушки играли, ходили ли они в школу или целыми днями водили хороводы. Все эти бытовые вопросы обходят стороной и сказки, и книги по истории. Однако именно в них заключено самое интересное и важное. Если бы вы вдруг очутились в Древней Руси, вам бы пригодились как раз такие знания. В каких домах тут живут, где работают, чем расплачиваются за покупки, чем различается одежда детей и взрослых. В книге «Как жили на Руси» вас ждут также археологические загадки, нераскрытые тайны истории, интересные факты, исторические зарисовки о жизни в Древней Руси и многое-многое другое. В общем, ссылку оставлю в описании, не пропустите. На 7-м месте принц Руберт Пфальцский. Вот уж воистину биография, достойная целого сериала. Сын короля Чехии Фридриха V, он потерял трон в детстве. Семья была изгнана из Богемии и бежала в Нидерланды. В 13 лет, оставшись без отца, Руперт выбрал путь воина, сражался в 30-летней войне. Высокий, 193 сантиметра, с черными кудрями и пронзительным взглядом. Он сводил с ума женщин и внушал страх врагам. Современники называли его самым красивым мужчиной Европы. И не зря. Но Руперт был не просто красавцем. После казни Карла I он стал пиратом, грабя испанские галеоны на Карибах. Позже исследовал Гамбию, чудом выжил после малярии, стал адмиралом, организовал экспедиции в Канаду и даже был ее первым английским губернатором. А еще он был ученым, изобрел сплав для пушек, совершивший революцию в баллистике, и создал куб Руперта, знаменитую математическую загадку. Этот суровый воин и один из самых красивых принцев в истории был в душе романтиком. Самым неожиданным увлечением принца стало искусство. Он разработал меццо-тинто, технику гравюры с мягкими тенями. И это только краткое, поверхностное перечисление его дел. В историю он вошел в том числе благодаря своей дьявольской собаке. Если при этих словах вам мнится такая огромная собака Баскервилля, нет, у Руперта был белый пудель, которого и считали колдовским. Когда бесстрашного красавца Руперта захватили в плен враги, он так обаял их, что мало того, что в заключении как сыр в масле катался, но еще и получил подарок белого пуделя. Закрутив роман с дочкой тюремщика, красавец-принц Руперт сбежал через 3 года, прихватив пуделя, и с тех пор не расставался с ним ни на минуту. Похоже, у отчаянного вояки было нежное сердце. На поле боя среди свиста пуль пес всегда бежал рядом, словно охраняя хозяина. Солдаты шептались: «Это оборотень, он ловит пули зубами». Сам Руперт над этим смеялся, но обожал Боя. Тот спал в его постели и стал настоящим талисманом. В битве при Марстон-Муре пес погиб. Говорили, что его убили серебряной пулей, иначе, мол, нельзя. Бесстрашный принц, никогда не плакавший на войне, сжал в руках окровавленный ошейник. Самый красивый принц так никогда и не женился и отвергнул трон Пфальца ради свободы. Его сердце разрывали интриги. Брат Курфюрст, чья жена влюбилась в Руперта, войны, где он терял все, кроме чести, страсть к науке, ставшая побегом от реальности. Он умер в 1682 в одиночестве, таким же бунтарем, как и в юности. Его жизнь словно приключенческий роман. Войны, пиратство, научные открытия и верный белый пудель, доказавший, что даже у дьявола может быть преданное сердце.
Ну а на шестом месте рейтинга самых красивых принцев истории наш отечественный принц, будущий император Николай I. Он был самой магической, красивой фигурой, когда-либо занимавшей трон. В нем было что-то величественное. Писал о нем британский посол, лорд Лофтус. Он был третьим сыном Павла I, монарха, чей курносый профиль стал мишенью для карикатуристов. Но природа сыграла шутку. У самого некрасивого монарха из династии Романовых родилось сразу два главных красавца – Александр I и Николай I. Высокий, статный, с ледяными голубыми глазами принц напоминал античную статую, случайно попавшую в петербургские туманы. Его взгляд сравнивали с молнией Зевса. Даже маркиз де Кюстин, ярый критик России, признавал, его походка внушала благоговение, будто он нес на плечах не мантию, а небесный свод. Николай не готовился к власти. Престол должен был занять старший брат Александр I, чьей внешностью восхищался сам Наполеон. Но после внезапной смерти Александра в 1825 и отречения второго брата Константина, именно 30-летний Николай против своей воли оказался на троне. К тому моменту он уже был женат на прусской принцессе Шарлотте, в православии Александра Федоровна. Она тоже была невероятно красива. Николай создал образ идеальной семьи. 7 детей, совместные балы, письма с обращениями «Мой ангел». Но за фасадом скрывалась и другая правда. 13 лет рядом с ним находилась фрейлина Варвара Нелидова, тихая фаворитка, как ее называли при дворе. Она не искала богатств, довольствуясь ролью тени, писала мемуаристка Мария Фредрикс. Ходили слухи и о его связях с Марией Торбеевой, Варварой Яковлевой и даже Натальей Гончаровой, женой Пушкина. После гибели поэта Николай выплатил ее долги и устроил брак с генералом Ланским. Супруге при этом красавец Николай демонстрировал рыцарскую преданность и каждое утро лично приносил ей кофе в постель. К 1840 годам его красота стала его бременем. Чтобы соответствовать образу, император носил корсет, скрывавший полноту, и красил виски, маскируя седину. Умер Николай в 1855 году, по официальной версии, от пневмонии. Ходили слухи, что он не пережил позора Крымской войны. На пятом месте прапраправнук Николая I, принц Николай Датский. Правнук русской императрицы Марии Федоровны Николай унаследовал ее аристократический профиль, острые скулы, гипнотические голубые глаза, будто подсмотренные у небесного свода. Но в отличие от предков, Николай предпочитает подиумы троном. Возможно, это и есть главный урок истории. Его бабушка – правящая королева Дании Маргарета II. И вот эта самая бабушка несколько лет назад, к огромному удивлению своих подданных, лишила титулов самого красивого ныне живущего принца Николая Датского, да и других детей своего младшего сына, принца Иоахима. Не за что-то, а просто потому, что хочет предоставить им полную свободу, чтобы им не приходилось больше придерживаться правил и строгих ограничений королевского протокола. Королева Маргарета II сама по себе женщина колоритная. В Дании ее называют королевой неформалов за симпатию к хиппи и любовь к Толкину. Так что для нее такой поступок неудивителен. Николай перестал быть принцем датским и официально стал графом Монпеза. Общественность взорвалась. Зачем? Но сам Николай вздохнул с облегчением. «Теперь я могу быть собой, а не тем, кого ждут от меня во дворце», позже признался он в интервью. И правда, в отличие от принца Уильяма или Гарри, Николай никогда не мечтал о троне. Его страстью стали не дипломатия или благотворительность, а мода. Уже в 18 лет он стал первым в истории принцем-моделью. Работал с Dior, Burberry. Сбросив королевские оковы, 23-летний Николай уехал в Австралию. Здесь он снимает виллу у океана, катается на серфе и продолжает карьеру модели. Его называют самым красивым принцем современности, но личная жизнь – загадка. После расставания с девушкой, простолюдинкой, с которой учился в школе, пресса приписывает ему романы с моделями. «Моя единственная невеста Камера», – шутит он. Сегодня он завоевывает мир не короной, а скулами, которые сводят с ума модные дома. При этом по популярности и известности давно намного обошел остальных представителей своего рода, даже тех, кто до сих пор находится в очереди на трон. Лишенный трона, но обретший свободу, Николай Датский доказал: можно быть потомком царей и при этом создавать свою империю, из обложек, показов и хайпа. Его история – манифест для поколения Z. Титулы устарели, важнее личный бренд. И кто знает, возможно, через пару лет мы увидим его не только в Dior, но и на киноэкранах. На четвертом месте великий князь Дмитрий Павлович.
участник убийства Распутина, любовник Коко Шанель и двоюродный брат мужа Елизаветы II, принца Филиппа. У будущего рокового красавца дома Романовых мать умерла при родах. Отец вскоре женился марганатическим браком и был выслан за это из России. Дмитрий взял под опеку сам император. Николай II, видевший в нем идеал сына, высокого, статного, остроумного, даже не подозревал, что этот идеал однажды вонзит нож в сердце монархии. К 1913-му Дмитрий стал любимцем Петербурга. Его профиль, словно сошедший с античных фресок, сводил с ума светских лиц. Его называли самым красивым мужчиной Российской империи. Говорили, что императорская дочь Ольга влюбилась в кузена без памяти. Помолвка казалась делом решенным, но вмешалась Александра Федоровна. Императрица, одержимая Распутиным, не простила Дмитрию насмешек над старцем. «Любой, кто против Григория, мой враг», — заявила она. После сорвавшейся помолвки с дочерью императора ненависть к Распутину объединила красавца-князя с Феликсом Юсуповым и Владимиром Паришкевичем. В ноябре 1916-го они заманили друга царской семьи в подвал дворца на Мойке и убили. Тело сбросили в Неву. Император, для которого Дмитрий был почти сыном, не смог простить убийство. Николай II отправил его на Персидский фронт. Наказание многие посчитали слишком мягким, ведь служил князь при штабе. Эта-то ссылка и спасла красавцу-князю жизнь. Через 2 месяца грянула февральская революция. В 1918-м в Петропавловской крепости расстреляли его отца, Павла Александровича. В эмиграции Дмитрий, в отличие от многих других, оказался не с пустыми руками. Жил как герой романа Фицджеральда. Замок Бонемиль в Нормандии, скачки в Давиле, шампанское кюве Гранд-Дюк. Его бизнес гремел на всю Европу. При этом он не помогал другим эмигрантам, оставшимся без средств к существованию, а спускал все деньги на свои развлечения. Но настоящей сенсацией стал его роман с Коко Шанель. Их страсть длилась недолго, но оставила след в истории. Дмитрий познакомил Шанель с парфюмером Эрнестом Бо, создавшим культовый аромат «Шанель номер 5», а в память о князе Коко выпустила «Русскую кожу» – духи, пахнущие сандалом и тайной. В 1926-м Дмитрий женился на американке, миллионерше Одри Эмери, одной из самых богатых наследниц мира, подарившей ему сына Павла. Брак распался, но князь, в отличие от многих Романовых, не умер в нищете. Он ушел в 1942-м от туберкулеза, оставив потомков, которые до сих пор носят его имя. Его жизнь – клубок страстей, предательств и трагической иронии судьбы. История человека, который мог бы стать зятем императора, но вошел в историю как убийца Распутина. Об этом эпизоде из своей жизни он никогда не рассказывал, даже своим близким. Когда Юсупов опубликовал свои мемуары, князь разорвал все связи с ним. «Мы поклялись молчать. Убийство – всегда убийство», – сказал он. В 1930-х он дал интервью одной газете, впервые признав: «Это был припадок патриотического безумия. Я не могу поднять занавес над той ночью». Ну а мы подошли к тройке самых красивых принцев в истории. 1836. 17-летняя Виктория, наследница британского престола, впервые видит кузена, хрупкого юношу с бледным лицом. «Инвалид», — шепчет она дяде, мечтающему о династическом браке. Альберт в ответ пишет другу: «Она похожа на лягушонка с приоткрытым ртом». В общем, их свидание – катастрофа. Он читает ей Шиллера, она зевает. Он предлагает прогулку, она жалуется на мигрень. Через 3 года Альберт возвращается в Лондон, и Виктория замирает. Перед ней не тщедушный подросток, а атлет с плечами античного бога. Теперь она пишет в дневнике: «Он невероятно красив». На следующий день после этой встречи Виктория, нарушая все протоколы, сама делает ему предложение: «Вы согласны стать моим мужем?» Он молчит ровно столько, сколько нужно, чтобы услышать стук собственного сердца. «Да». На свадьбе, сразу названной свадьбой века, народ рыдает, глядя на пару. Альберт в мундире с позолотой, Виктория в белом шелке. Да, это она придумала для своей свадьбы белые платья невест, фату и даже свадебный торт, раз и навсегда изменив свадьбы во всем мире. Несмотря на ханжество эпохи, названной ее именем, Виктория была страстно влюблена в молодого супруга. У пары родилось 9 детей, и это при том, что ее величество ненавидела быть беременной, с отвращением относилась к кормлению грудью, а новорожденных считала уродливыми существами. Их брак был идеальным. За всю совместную жизнь ни измен, ни скандалов, ни даже слухов. Принц-консорт со временем стал неофициальным правителем Англии. Но однажды тиф, который врачи принимали за простуду, за 14 дней превращает 40-летнего Аполлона в скелет. Виктория часами держит его руку. Последние слова Альберта: «Моя дорогая жена».
А дальше были 40 лет траура, черные платья, портреты с венком из его волос, спиритические сеансы, где он диктует законы с того света. По ее приказу каждое утро слуги клали свежую одежду для Альберта. Когда Виктория умирает, в гроб кладут его ночную рубашку и гипсовый слепок руки. На втором месте Николай II, последний император России. Он унаследовал лучшие черты предков. Высокий лоб династии Гольштейн-Гатторпов, мягкие глаза датской принцессы Дагмар, Марии Федоровны, и статную осанку отца, Александра III. Все современники отмечали его необыкновенные глаза. Жена английского посла Бьюкена написала: «Во внешности Николая II было истинное благородство и обаяние, которое, по всей вероятности, скорее таилось в его серьезных голубых глазах, чем в живости и веселости характера». А вот слова Александра Керенского: «Этот человек с чудными голубыми глазами был для меня загадкой». Сидней Гибс, учитель царских детей, отмечал: глаза его были настолько ясными, что, казалось, он открывал вашему взгляду всю свою душу. Душу простую и чистую, которая совершенно не боялась вашего испытующего взгляда. Никто больше так не мог смотреть. А вот слова Сергея Витте. Император Николай II обладает особым даром очарования. Я не знаю таких людей, которые, будучи первый раз представлены государю, не были бы им очарованы. Он очаровывает как своей сердечной манерой, обхождением, так и в особенности и своей удивительной воспитанностью, ибо мне в жизни не приходилось встречать по манере человека более воспитанного, чем наш император. Брак Николая с Александрой Федоровной стал редким для монархов союзом по любви. Их переписка, 690 писем, полна нежных эпитетов. Он называл ее «солнышком», она его «мой ненаглядный Ники». Их семейные фото, где император в военном мундире окружен дочерьми в белых платьях, стали иконой дореволюционной невинности. Но приватные фото раскрывают другое. Николай дурачится. Царь-отец вне протокола. К 1917-му внешность Николая стала метафорой краха империи. На фотографиях ссылки в Тобольске его борода поседела, лицо покрыли морщины. Но осанка осталась безупречной. Ну а на первом месте принц Филипп, супруг Елизаветы II. Признанный божеством жителями Вануату. В честь Филиппа даже назвали принца из диснеевского мультфильма «Спящая красавица». Уже в юности он был похож на кинозвезду. Высокий, спортивный блондин с пронзительным взглядом разбил не одно девичье сердце. Филипп был принцем Греции и Дании. Самый красивый принц в истории человечества, на наш взгляд, также был прямым потомком династии Романовых, праправнуком Николая I. Филипп не забывал о своих российских корнях и трижды побывал в России. Не забывала о России и его мать, Алиса Баттенбергская. Она тоже была личностью необыкновенной. Получила звание праведника народов мира за спасение еврейской семьи в годы войны. Ездила в Индию, где испытала состояние выхода души из тела, и продала все свои драгоценности, чтобы учредить православный монашеский орден. О ней мы рассказываем в видео, ссылку на которое вы видите на экране. При этом у самого красивого принца детство было вовсе не безмятежным. Когда ему исполнился год, в Греции случился переворот. Филиппа из страны тайком вывезли в ящики из-под апельсинов. У его матери, отчаянно красивой и глухой принцессы Алисы Баттенбергской, случился нервный срыв. Ее упекли в психиатрическую клинику. Отец Филиппа, Андрей, поселился в Монте-Карло и на деньги родни вел лихую жизнь. Старшие сестры вышли замуж, а он остался совершенно один. Родня, правда, оплачивала ему учебу в лучших школах. Филипп стал моряком, лучшим кадетом выпуска, сражался во Второй мировой в войсках Великобритании, получил несколько наград за храбрость. Ему прочили блестящую военную карьеру. Елизавета без памяти влюбилась в Филиппа в 13 лет в Британском королевском военно-морском колледже. Ему было уже 18. Родители пытались найти принцессе другого жениха, но она была непреклонна. Спустя 7 лет он попросит ее руки, и король даст свое согласие. Чтобы жениться, Филипп отказался от греческого престола, сменил фамилию и вероисповедание. На свадьбе в 1947 он поклялся стать ее верным рыцарем и сдержал слово. Филипп Маунтбеттен был воплощением романтического идеала 40-х и сводил с ума не только Елизавету. Он выглядел так, будто сошел с плаката военной пропаганды, вспоминала придворная дама. Даже в 90 фотографы просили его не смотреть в объектив так, словно вы готовы украсть камеру. В общем, его взгляд оставался магнетическим. При этом он 70 лет считался самым стильным мужчиной Британии. Его высочество носил пиджаки, рубашки и галстуки лучше, чем кто-либо другой. Он никогда не был рабом моды, а знал, как хочет одеваться. Говорили о нем в мире моды. При этом Филипп превратил роль супруга монарха
В мастер-класс по черному юмору он был настоящим королем троллинга. Его шутки на грани фола обожали подданные, но их сильно побаивались представители элит. Например, на вопрос, как ему удается сохранять форму, ответил: «Избегайте глупых советов диетологов и никогда не отказывайтесь от джина перед обедом». «Вы выглядите так, будто собираетесь ложиться спать», заявил однажды Филипп президенту Нигерии, одетому в белую национальную рубашку до пола. А на выставке изобразительного искусства Эфиопии он заявил: «Как будто моя дочь принесла это со школьных уроков рисования». Принц за свою долгую жизнь успел объездить весь свет и наговорить много такого, от чего британским дипломатам пришлось не раз краснеть и извиняться. Его философия жизни – никакого пафоса. Даже в моменты церемониальной строгости Филипп находил способ развеять напряжение. На коронации Елизаветы в 1953-м, увидев жену в короне, он шепнул ей: «Где ты взяла эту шляпку? В ней ты выглядишь как эльф из рекламы печенья». Королева, по свидетельствам, едва сдержала смех. Его фразы часто вызывали споры, но сам принц парировал: «Если вы не можете посмеяться над собой, за вас это сделают другие». Его стиль – смесь военной дисциплины и самоиронии. Когда журналисты спросили, как ему удается сохранять спокойствие в тени короны, Филипп ответил: «Я просто делаю вид, что не замечаю, как меня переименовывают из поколения в поколение. Сначала я был греческим принцем, потом молодым мужем, затем старым ворчуном. Главное – не принимать все это всерьез». Принц Филипп – бог. В этом абсолютно уверены жители острова Танна, республики Вануату. Они признали Филиппа божеством, поклонялись ему и просили о помощи. Согласно древним сказаниям островитян, однажды сын горного божества отправится за море, в далекие края, и женится на женщине, обладающей огромной силой, после чего вернется обратно на остров. В 50-х, когда Елизавета заняла престол, они пришли к выводу, что ее муж и есть тот самый бог, которого предсказала легенда. Увидев его, они окончательно в это уверовали. С этого времени туземцы изо всех сил зазывали принца в гости. Принц отшучивался и слал им свои фотографии с автографами, которые бережно хранил вождь. Однажды принца Филиппа спросили, хотел бы он дожить до своего столетия, и он ответил: «Ни за что! Это худшее, что может произойти с человеком». Умер принц Филипп в 2021-м, не дожив до своих 100 лет 2 месяцев. В памяти миллионов он остался человеком, который умел смеяться над абсурдом жизни. Его лучший совет – вставайте с колен, даже если вам 99, и никогда не относитесь к себе слишком серьезно. Это портит осанку. А кто, на ваш взгляд, самый красивый принц в истории? Пишите в комментариях.